Хост Милано 2025. Мы находимся на самом большом стенде, который я видел вообще в этом зале. Это стенд компании Sirman. Sirman производит приборы для нарезки мяса, мясорубки, планетарные миксеры, всякое другое оборудование, овощерезки и все такое. Здесь вот представлены очень сочные цвета. Это слайсеры ручные, это, скажем, классика на подставке, такая супер классика, да, супер классика. Также есть, пройдем сюда по рядам, смотрим, какие есть классные решения по цветам. Вот, какие есть цвета, разные вообще, радуга цветов и радуга вкуса, да. Слайсеры имеют заточку 25 диаметром, 19, 22, в зависимости подо что. Ножи тоже отличаются у слайсеров, может быть под рыбу, под мясо, под сыр, под хлеб, под таким углом, под другим углом. Есть также самая каретка, которая сама ходит, сама нарезает, кидает. То есть автоматические слайсеры. Для дома я сам лично тоже имею дома слайсеры. И у меня черного цвета под мой интерьер. Вот. Вот здесь тоже пройдемся. Ну, тут как бы такой рай слайсеров. Вот такой вот с кареткой, который сам туда-сюда двигается. Вот автоматику включили. Вот есть более дигитальный, у которого есть программы. Что-то загрузил и все он делает. Ну, на самом деле надежный такой бренд, который уже проверен многими годами. Вот. Пройдем дальше по рядам. Здесь представлены такие пастоделки, где можно также, вот, ну, все для производства пасты и такого всего. Потом есть кутара, есть вот картофелечистки. Дальше пойдем, тут, ну, немерено у них всякого ассортимента. Это планетарный миксер с насадкой для мясорубки. Вот это вот очень моя одна из любимых моделей, это Minneapolis 7, по-моему, только модернизированная с дигитальным дисплеем. Что за модель, самому интересно. Даже не приклеили стикер, наверное, прототип. Вот, то есть это тот же самый Minneapolis, как я вижу, только с дигитальным дисплеем. Ну, технологии идут вперед, и все меняется. Главное, чтобы это не навредило качеству, да. Кутара. Потом есть вот овощерезки. Я сам лично всегда рекомендую брать сирмановские диски даже для овощерезок не Sirman. То есть берем китайскую овощерезку и покупаем диск от Sirman. То есть такой диск стоит порядка там, от 50 до 85 евро. Ну, вы посмотрите, как он выполнен, да? То есть это алюминиевый диск с стальной вставкой, с хорошими лезвиями прекрасного качества. То есть такой диск будет служить в 3 раза дольше, чем какой-нибудь китайский. Но главное, что еще сталь такая, что позволяет не разбивать продукт, а хорошо нарезать его. Вот, я повешу обратно его. То есть есть вариант вот как бы там и кубиком резать, и всякие вот такие вот темки. Дисков, смотрите, очень много представлено. Есть там и для корейской морковки, и для всего чего угодно. Для соломки. То есть дисков миллион. Можно сыр. Вот это, допустим, для пармезана. В нашем регионе такой диск используют тоже для картофельных драников. Спокойненько, да? Такой диск тоже используют часто. Это 7 диск. Такой диск обычно используют пиццерии в нашем регионе натирать сыр. Потому что если бы пиццерия натирала сыр руками, она, конечно, с ума сошла, там эти повара, натирать сыр руками. Хотя я знаю и видел, когда сыротерка ломается или овощерезка, люди просто готовы убить кого-нибудь, лишь бы не тереть это руками. Дальше пройдем сувидницы. Низкого температуры приготовления. На мой взгляд, одни из лучших в мире. Вот.
Есть такое вот классическом исполнении, более дигитальном исполнении, по мощности, вот с крышками. Ну, есть, смотрите, 2 в 1, такая тоже интересная. И сous-вид, и вакуум сразу, да, для такого ресторана неплохое решение. 2 в 1. Надо понимать, что любая крышка у вакуумника, которая плоская, она не такая долговечная, да. То есть это надо смотреть, не перевакуумировать, да. Не ставить все время вакуум на максимум и не жать, потому что крышка прогибается, со временем может быть произвестись трещина, и она лопнет. Вот. Есть такая какая-то маленькая штучка. Ну и там пройдем, смотрите, стенд громадный, вот посмотрите вокруг, посмотрите, сколько менеджеров работают. Такого громадного стенда я еще, честно говоря, не видел. По-моему, вот этот аппарат для сублимации, мне, кстати, он сейчас только что его увидел, я точно понимаю, что это сублимация, про нее мы сейчас попросим нам рассказать, и я думаю, что это должно быть очень интересный продукт, потому что сублимация это, ну, точно новое направление, и у нас на выставках к нам подходили многие и спрашивали, вот что-то есть для сублимации. Ну вот про нее мы сейчас расскажем чуть попозже. Ну вот, есть также самое бургер-формеры, я вижу. Есть колбасные шприцы, большущие мясорубки, такие как промышленные больше. Есть с охлаждением. Вот эта моделька с охлаждением, мясорубка. Ну, мясорубки, вот тогда нужно вот такой кутер, который делает. Вот это тоже там для мяса протыкать, сразу делать мягче. Вот, пройдем еще тут чуть-чуть посмотрим, что у них есть, поснимаем. Замешиватель фарша. Фарш замешивается с ингредиентами. В принципе, вот тоже для тех же купа, для колбас, всего остального нужны вот такие темы. Есть поменьше, побольше. Тендерайзеры, это, скажем, рыхлители мяса. Берешь кусок карбонада, кидаешь сюда, конкретно вот так вот прорубил, и все жилы, вот эти вот волокна прорезал. Так же самое, я уверен, у них есть вот электрическая версия. Здесь все открыто, видно. 2 барабана крутятся, мясо кидается, и оно внутри разбивается, все волокна, становится мягким, потом кинул на сковородку, пожарил. Здесь представлены пилы для мяса. Вот это вот мне нравится, что есть защита, что повар не пострадает при работе с таким. Он просто не сможет работать, если вот эта часть не будет закрыта. Многие турки или другие производители этим пренебрегают, чем подвергают опасности своего сотрудника. Мы всегда за безопасность техники, поэтому и стараемся подобрать технику, которая максимально с CE-сертификатами и максимально защищает самого пользователя этой техники. Вот я смотрю, есть шокеры и тестомесы. Кстати, тестомесы у них тоже очень классные, неплохие. Можем посмотреть, они еще вот делают такие поварские какие-то вот штучки. Можем отдельным кадром тоже заснять, посмотреть, что они там делают на своей технике сами. Ну, как мы видим, тут прямо, всегда ажиотаж у Сирмана. Вот. Ребята молодцы, работают давно и собирают такое себе, сделали такое формула Феррари, такая на кухонном оборудовании. Griffin GT – твой проверенный партнер в гастромире.